Привет, это майор в отставке. Для тех, кто впервые наткнулся на этот канал, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинской власти, путинского режима преступник. Сегодня у нас историческое событие. Режим Башара Асада в Сирии, державшийся десятилетиями, пал. Диктатура, которая казалась незыблемой, рухнула за считанные дни. Давайте разберемся, что произошло, почему это важно и какие последствия это может иметь для всего мира, и в том числе и для России. Это будет короткое видео, так что ставьте лайки, подписывайтесь и погнали. Начнем с того, как быстро все случилось. Асад, который правил железной рукой с 2000 года, унаследовав власть от своего отца, столкнулся с волной народного недовольства и вооруженного сопротивления. В конце ноября повстанцы начали масштабное наступление. Уже 27 ноября они взяли под контроль ключевые районы Алеппо, затем последовали Хама, Хомс и, наконец, Дамаск. Асад, похоже, не ожидал такого быстрого развития событий. Силовые структуры, на которые он опирался, полагался десятилетиями, частично перешли на сторону оппозиции, а другие просто разбежались. Этот момент критически важен, когда армия начинает поддерживать народ, режим неизбежно падает. Мы видели это в Ливии с Каддафи, в Индонезии с Сухарто или в Египте с Мубараком, а теперь и в Сирии. Башар Асад и его режим десятилетиями держали народ Сирии в железных тисках страха и репрессий. Любая форма инакомыслия жестко подавлялась. Пытки, исчезновения людей, массовые аресты – это было ежедневной реальностью для сирийцев. Тотальная слежка, аресты без суда и следствия, запугивание целых семей стали основой власти Асада. Даже мирные протесты 2011 года, начавшиеся с простых требований свободы и справедливости, были встречены с невероятной жестокостью. Танк против плаката, авиаудар против демонстрации – таков был ответ режима. По официальным тюрьмам и секретным застенкам прошли десятки тысяч людей, многие из которых больше никогда не вернулись домой. Асад превратил страну в лабораторию подавления, где репрессии стали нормой, а страх – государственным инструментом управления. Но, как показывает история, страх не вечен. Люди не забывают своих мучений и всегда находят в себе силы бороться за свободу. Почему армия отказалась поддерживать Асада? Ответ лежит в самом характере его правления. Годы репрессий, коррупции и разрушительной войны привели к тому, что даже его самые лояльные сторонники начали терять веру. В течение последних месяцев и даже дней перед падением мы видели растущую волну дезертирства в вооруженных силах Асада. Солдаты и офицеры, видя невозможность удержать контроль, начали переходить на сторону оппозиции, чтобы спасти свои семьи и себя. Этот момент поворотный, и именно он стал началом конца режима. Теперь давайте поговорим о роли России в этом кризисе. Башар Асад был ключевым союзником Путина на Ближнем Востоке. Именно Россия спасала его режим в 2015 году, введя туда войска, отправив авиацию, помогая бомбить оппозицию. Именно тогда и именно там режим Путина тренировался совершать свои военные преступления. Россия не просто поддерживала Асада, она инвестировала в его выживание огромные политические и военные ресурсы, и, соответственно, еще и деньги. Но что мы видим сейчас? Вдруг Путин опал, база влияния Кремля на Ближнем Востоке пали вместе с Асадом. Это катастрофа для внешней политики России. Военные базы в Тартусе и Хмеймиме, которые были стратегически важными для России, для Путина, теперь находятся под угрозой. Не могу не порадоваться, сказав, что их потеря станет ударом по всей стратегии Кремля в регионе. Падение режима Асада – это тревожный звонок для Кремля, потому что оно демонстрирует хрупкость диктатур, даже если они поддерживаются внешними силами. Несколько лет назад ватный фюрер лично приезжал в Сирию, демонстрируя поддержку Асаду и заверяя, что Россия будет помогать удерживать его режим любой ценой. Однако все это решилось за считанные дни. Никакая поддержка Кремля не смогла спасти Асада от краха. Это не только подрывает авторитет России на Ближнем Востоке, но и становится сигналом для остальных союзников Кремля. Теперь они видят, что большой русский брат не в силах их спасти в случае кризиса. Для Путина это означает не только потерю влияния в регионе, но и усиление недоверия со стороны партнеров, которые могут начать искать альтернативные пути защиты своих режимов. И вот тут встает ключевой вопрос: что будет с российскими военными, оставшимися в Сирии? По данным на осень 2024 года, численность российского военного контингента в Сирии составляла до 7,5 тысяч человек. С падением режима Асада они утратили своего основного союзника в этом регионе. Без
поддержки местного правительства и логистической инфраструктуры, они становятся легкой мишенью для повстанцев и исламистских группировок, и даже для разъяренных местных жителей, которые на протяжении многих лет видели в них пособников диктатуры. Но проблема куда глубже. Российский военный контингент в Сирии – это не просто люди, это техника, базы, системы ПВО и множество секретной информации. В условиях поспешного отступления возникает огромный риск, что эти ресурсы попадут в руки врагов, что станет катастрофой для репутации российской армии и ее боеспособность. Что касается флота, то ситуация здесь вообще абсурдна. Российские корабли, базировавшиеся в Средиземном море, фактически оказались в ловушке. После закрытия Турции проливов Босфора и Дарданеллы для судов, для военных судов, возвращение в Черное море становится невозможным. Эти корабли теперь отрезаны от своих портов снабжения и рискуют стать просто плавающими мишенями для потенциальных противников, как говно в проруби. Более того, это полностью подрывает стратегические планы Кремля по удержанию влияния в регионе. Путина неплохо так окунули мордой в унитаз. И здесь мы видим истинное лицо путинского режима. Вместо того, чтобы обеспечить безопасность своих военных и заранее подумать пути выхода, отхода, власти продолжают держаться за иллюзии своего величия. Падение Асада – это не просто стратегическое поражение, это зеркальное отражение того, как Кремль управляет своей страной, без учета реальности, с надеждой на авось и с абсолютным пренебрежением к жизням тех, кто выполняет их приказы. Теперь российские солдаты и моряки, оставшиеся в Сирии, расплачиваются за эти ошибки. И это только начало. Ведь если Путин продолжит вести свою политику авантюр, подобные провалы неизбежно повторятся. Но это еще не все. Случившееся – это не просто конец режима Асада, это наглядный урок для всех диктатур, которые полагаются на исключительно своих силовиков. Когда у власти нет поддержки народа, когда экономика разорена, а недовольство растет, никакие спецслужбы и армии не спасут режим. Пример Асада говорит нам, диктатуры рушатся, когда их фундамент, построенный на страхе и репрессиях, начинает трещать. А что у нас в России? Вы думаете, Путина это не касается? Очень даже касается. Асад – это предупреждение для всех современных авторитарных лидеров, включая Кремль. Сколько же уже было примеров в истории, но эти идиоты все равно наступают на старые грабли. Каддафи, который правил Ливией десятилетиями, тоже думал, что его режим вечен. Его поддерживала армия, у него был силовой аппарат, но стоило начаться восстанию, и все это рухнуло. Я много раз приводил пример режим Николая Чаушеску в Румынии. Его армия отказалась стрелять в народ, и режим пал за считанные дни. Сейчас мы видим то же самое в Сирии. История повторяется, и она всегда преподает нам важные уроки. Взгляните, например, на текущие события в Венесуэле, где режим Мадуро сталкивается с нарастающим международным давлением и внутренними проблемами, несмотря на жесткие репрессии. Посмотрите, например, на Судан, где гражданская война и массовое сопротивление разрывают страну, демонстрируя, как борьба за власть между элитами рушит государственные структуры. Или Мьянма, где народ, несмотря на жесткие репрессии хунты, продолжает оказывать сопротивление, требуя восстановления демократического порядка. Пример Сирии ярко иллюстрирует общую закономерность. Страх – это инструмент власти, но он не вечен. Как только люди преодолевают страх, режимы, построенные на репрессиях, начинают стремительно разрушаться. Этот урок универсален для всех диктаторов. Никакая сила не может удержаться, когда народ больше не боится. Но что это значит для России? Падение режима Башара Асада – это не просто локальное событие, это тревожный сигнал для всех диктатур, включая путинский режим. Оно напоминает миру, что даже самые жесткие, кажущиеся несокрушимыми власти рушатся, когда люди перестают бояться. И ни внешняя поддержка, ни силовые структуры не способны удержать авторитарного лидера, если его система начинает давать сбои. Для Путина пример Асада – это зеркало. Режим, который строился на лжи, репрессиях и опоре на силовиков, неизбежно сталкивается с двумя проблемами – утратой доверия внутри страны и потерей ресурсов для продолжения давления на общество. Да, путинская система активно изучает исторические примеры, укрепляя контроль над силовиками и обществом. И ее главный страховкой остается ядерный арсенал, но это лишь временная защита. Как показывает история, никакое оружие массового уничтожения не спасает диктатора, когда его окружение начинает осознавать, что продолжение режима угрожает их собственной безопасности. Важный аспект – это сами силовики. Уроки Сирии и других диктатур ясно показывают, как только силовые структуры начинают переходить на
в сторону народа, режим рушится с невообразимой скоростью. И это не только урок для общества, но и призыв к российским силовикам, к российским военным и сотрудникам спецслужб. Не выполняйте преступные приказы. Помните, что ваш долг – защищать народ, а не режим. Когда вас отправляют убивать невинных людей, участвуя в агрессии или подавлять протесты, задайте себе вопрос, чью власть вы защищаете. Кремль боится только одного – потери вашего послушания. Разверните свое оружие в сторону тех, кто вас использует. Вы не обязаны становиться соучастниками преступлений. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждите новых интересных и полезных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.